Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я поделюсь с вами новым лаунчпадом, который стартует на бирже Bybit. Для того, чтобы участвовать в лаунчпаде, необходимо иметь аккаунт на данной бирже и пройти верификацию хотя бы на один уровень. Делается это очень быстро, легко, и вообще как все это сделать я показывал в видеоролике, где обозревал данную биржу. Заходите, ищите вот эту аватарочку, и там будет все подробно рассказано, показано, как зарегистрироваться, как пройти верификацию, а мы переходим к лаунчпаду. На самой бирже, чтобы перейти к лаунчпаду, нужно навести курсор на слово «подробнее» и затем кликнуть на лаунчпад. На данный момент это третий лаунчпад, который проходит на бирже Bybit, и сейчас он единственный, в котором можно принять участие. Время еще есть, заходим, нажимаем кнопку «подробнее» и попадаем на страницу с условиями. А перед тем, как рассмотреть весь лаунчпад, давайте перейдем на страницу проекта. Это у нас, ребята, NFT игра. По принципу «играй и зарабатывай», что становится очень популярным в последнее время и привлекает многих, потому что тратить время впустую это скучно, а вот играть и зарабатывать это уже немножко веселее. Давайте посмотрим вообще, что у них за сообщество. Проект вот мы видим, что построен на Solana. Если перейти в Twitter, то увидим, что у них уже достаточно большое сообщество. И понятное дело, что кто-то ждет, чтобы играть, а кто-то, чтобы просто заработать на этом. И как заработать, это давайте я вам самое интересное и расскажу для тех, кто вообще не понимает, о чем речь. Например, мне этот проект для того, чтобы играть, вообще нисколько не интересен, но вот чтобы заработать, очень даже. Давайте я вам для примера просто приведу предыдущий лаунчпад. Вот, недельки полторы назад я освещал данную тему, был тоже лаунчпад на бирже Bybit. Давайте посмотрим, сколько стоил первоначально один токен, который можно было купить по истечению лаунчпада. И цена его составляла 10 центов. То есть один токен продавался по 10 центов. Дальше происходит самое интересное. После того, как заканчивается лаунчпад, биржа объявляет о листинге. Ну, то есть это даже было объявлено раньше. Происходит листинг, торговая пара CBX появляется на споте. Сейчас на данный момент она торгуется по 0.89. Но мы видим, что это цена, которая уже упала. Если посмотреть на цену во время листинга, то тут вообще будет намного все интереснее. Вот мотаем назад, смотрим, что было в начале. А в начале мы видим фитиль до 18 баксов. Не знаю, был ли это фитиль молниеносный или можно было фиксировать вот так цену сладко. Но как минимум здесь вот следующая свеча показывает, что цена доходила до $3.90 практически. Что это означает? Что это просто 39 иксов. Это очень здорово. Купили, допустим, на $100, а продали на 3900. Ну вот, собственно, поэтому и очень привлекательны лаунчпады. Давайте переходить к условиям и рассмотрим возможности участия в нем. Самая главная фишка, пожалуй, тут в том, что в отличие от того же CoinList'а, здесь не убиваются все надежды. То есть там можно зайти, потратить время на очередь и ничего не получить. Здесь же получить можно гарантированно определенное количество токенов, если выполнить ряд условий. Давайте их рассмотрим наконец. В данном мероприятии всего будет участвовать 250 тысяч токенов Гены от проекта Gena Pets. И цена одного токена будет составлять чуть меньше $1, 80 центов. Лимит на пользователя будет составлять 500 токенов, что означает, что больше этого количества получить будет невозможно. Ну как получить? То есть купить будет невозможно. У вас, допустим, одна сумма, а у кого-то кошелек толще, и чтобы он не загреб себе большое количество токенов и большее количество людей смогло купить их, вот установлен такой лимит. Я считаю, что это очень здорово, потому что это выравнивает шансы и прибавляет возможности большему количеству людей приобрести данный токен. Правила и условия для участия здесь предельно простые. Необходимо пройти верификацию на первый уровень и, естественно, сперва вообще иметь аккаунт на данной бирже. Ссылка для регистрации, кстати, будет в описании под роликом. По ней вы получите еще бонусы. Как пройти верификацию, делал я обзор на биржу и там все показывал. Ссылку на это видео тоже оставлю в описании. Жители некоторых стран, конечно, не смогут принять участие в этом мероприятии, потому что есть ряд ограничений для них, но этот список очень маленький. Для того, чтобы иметь возможность купить данный токен, нужно иметь на своем балансе токен BIT, то есть нужно быть его держателем. И минимальная сумма токенов должна быть не менее 50 штук. Если у вас нету токенов BIT, то купить его очень легко. Заходите на биржу, нажимаете рынки,
Здесь открывается окошко и сразу будет первым у вас, скорее всего, токен BIT. Вот как у меня. Нажимаете торговля и уже можно его купить. Купить его можно по лимитной цене или рыночной. Если он вам нужен прямо вот в сию секунду сразу, то покупаете его по рыночной. Однако стоит учитывать то, что в момент лаунчпадов данная новость освещается, народ сразу же имеет повышенный интерес к данному токену и цена на него, как правило, растет. Советую покупать данный токен все-таки на просадках, когда его цена немножко ниже. Потому что может выйти так, что вы купите токены BIT, пройдет период распределения, вам позволят купить определенное количество токенов GEN, но у вас не все токены уйдут на покупку и останется еще какое-то количество токенов BIT. И вот чтобы их потом в убыток не продавать, если токен, допустим, просядет, покупать, конечно, разумнее его все-таки на просадках. Хотя на данный момент его цена еще не очень сильно велика, токен, я уверен, будет расти в цене, потому что он завязан с этой биржей, которая стремительно развивается и у которой появилась такая вот фишка, как лаунчпады. Это всего лишь третий лаунчпад и токен уже вот растет. В общем-то, если вы сейчас залетите, купите токен, но просто, наверное, его не продавайте потом, а придержите до следующих лаунчпадов. Это такой будет, наверное, более разумный совет. Следующее условие лаунчпада — это то, что токены должны находиться обязательно на спотовом или байфи аккаунтах. То есть, ну, как бы не где-нибудь там в облачном майнинге и так далее. Тут также не допускаются суп-аккаунты для участия, и сумма BIT на суп-аккаунте не будет засчитана, если она там будет находиться. Тем не менее, если вы любите, чтобы ваши токены работали, а не просто лежали, то тут учитывается еще и токены BIT, которые находятся в стейкинге. Это очень здорово, потому что можно получать прибыль пассивную в то время, как вы дожидаетесь распределения токенов с лаунчпада. В общем, это круто. Далее информация о том, что Bybit оставляет с собой право квалифицировать всяких мошенников, нечестные методы спекуляции и так далее. Это все понятно. Bybit оставляет также с собой право изменить условия. Ну, как бы никаких условий, я думаю, что менять не будет. Все это как бы только начинается, нечего тут менять. Также она может оставлять за собой право толковать результаты этого события по своему усмотрению. Ну, в общем, все как везде. Бояться этого всего не стоит. Самое главное, что вам сейчас нужно знать, это то, что лаунчпад стартует с 12 числа. И с 12 числа по 16 будет фиксация вашего баланса. Ничего страшного не будет, если вы придете сюда 13, 14 или даже 15. Просто чем раньше вы будете иметь токены BIT на своем балансе, тем больше среднесуточное число токенов у вас получится к концу лаунчпада, и 16 числа у вас будет больше цифра, а соответственно вы получите и больше токенов гены для покупки. Но очень важный момент, вы ничего вообще не сможете купить, даже если у вас будут токены на счету, если по истечению данного времени вы не зайдете на сайт и не нажмете кнопку «Зафиксировать». Сейчас она недоступна, но потом будет доступна. Почему? Потому что идет сперва период фиксации, потом период подписки. И вот этот период подписки, он очень короткий. Но в этот раз я вижу, что дается аж целые сутки, хотя обычно, ну, часов 6. В общем, с 17 числа вам нужно зайти сюда и нажать кнопку «Зафиксировать», потому что после этого будет период распределения. После того, как закончится период подписки, будет период распределения, и он продлится буквально вот уже несколько часов, с 8 до 12. После этого будет период запуска. Основная спотовая пара гены USDT будет доступна для торговли. То есть сразу же после того, как все купят свои токены. Важно отметить тот факт, что в период подписки и в период распределения токенов ваши токены BIT будут заморожены и вы не сможете ими пользоваться. То есть не сможете ими торговать или же выводить с аккаунта. И после того, как вы получите свои токены, можете заходить на спотовую торговлю, вбиваете сюда вот токен гены, он будет уже доступен и его можно будет тогда продать. То же самое вот делали все с токеном CBX, когда он был объявлен в листинге, все зашли сюда и начали делать продажи. Токен очень сильно вот вырос в цене, как я показывал, и потом вот начал потихоньку идти на спад. Но даже сейчас можно было бы зафиксировать иксы, и вот если бы вы там проспали, все равно были бы хорошие возможности получить прибыль. Так что советую участвовать в лаунчпаде, если у вас есть свободные деньги для этого, и как минимум получите опыт новый. Ну а если вы уже в этих темах варитесь, то соответственно залетайте, даже тут нечего думать. Вы были на канале Путь Богача, и если видеоролик вам оказался полезным или просто интересным, то обязательно ставьте лайки, и если нам с вами по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех, а все полезные и нужные ссылки ищите в описании.